Так, всем привет. Сегодня я хотел бы записать видео о том, как создавать 3D-модели для элементов Altium Designer в программе SolidWorks. Безусловно, я уже показывал, где можно брать эти 3D-модели. Их можно найти вот на этом сайте 3D Content Central. Ну, к примеру, возьмем, я не знаю, энкодер нам нужно найти, да? Пишем здесь энкодер. Да, на этом сайте нужно заранее зарегистрироваться. И здесь куча 3D моделей, которые можно использовать. Давайте вот так вот. Encoder. Coders. Вот различные типы энкодеров, да. Их называют по-разному. Но сегодня я хотел бы на примере 7-сегментного дисплея, да, я столкнулся с такой проблемой, то что на панели MCP используется 3 типа 7-сегментных индикаторов. Это на 3 разряда, на 4 разряда и на 5. Вот если брать на 3 разряда, к примеру, да. Надо сейчас убрать. На 4. Вот. То есть 4,41, да, то он есть. Если брать на 3 разряда, то он тоже есть. А вот на 5 разрядов, к сожалению, я здесь не нашел. Для того, чтобы не градить огород, да, я решил создать свой элемент на базе уже имеющегося. Что нам для этого нужно? Ну, качаем этот элемент в формате SolidWorks. Вот. Ну, сейчас папочка флаг. Скачали. Так, ну для чего вообще нужны 3D элементы? Вот для того, чтобы, вот, к примеру, у нас есть элемент энкодер, да, тот же самый. 3D модель его будет выглядеть вот так вот. Ну, то есть это взято с сайта. К примеру, откроем еще на 7-сегментный 3-разрядный 7-сегментный. Вот таким вот образом он выглядит 3D модель его. Не знаю, почему сразу не нашел. Он тоже самый 4-разрядный. Ну и 5-разрядный, это я уже сделал. Сейчас покажу, как его можно сделать. Итак, откроем SolidWorks. Файл, открыть. И открываем здесь наш файлик, который мы скачали. 4-разрядного 7-сегментника. Вот он у нас открылся. Так, у нас открылся. Значит, что у нас здесь основные принципы? Основные принципы вообще работы в SolidWorks. Основной принцип работы в SolidWorks это бабочки, так называемые, да, вытягивание, вырезы, скругление. То есть за счет вот этих всех вещей создаются элементы. Значит, что нам здесь нужно? У нас уже создан примитив, то есть
бабушка, да? Она задает размер общего поля. Значит, что нам понадобится? Нам нужны размеры. Я вот здесь сохранил уже картинку с размерами 5-разрядного сегментника. Значит, у нас размер 36,5 на 14. Окей. 14 здесь есть. Так, эскиз. Активировать эскиз. Оптическое нанесение 36,5 нам здесь нужно. И все, окей. Он у нас создал выход из редактирования. Вот если посмотрите, да, он бабушка это стал длиннее. Далее, что нам нужно? У 5-разрядного у него, сегментика, у него больше выводов. То есть если здесь у 4-разрядного 2 пары по 6 выводов, да, то пара по 6 выводов, то у 5-разрядного идет пара по 7 выводов. Что нам нужно? Знаете, вырезы мы пропускаем, это тоже пропускаем. Бабушка вытянуть, вот она. Открываем эскиз, редактировать. Значит, что нам нужно? Вот видите, вот это вот расстояние 6,35 сейчас стоит. Откроем картинку, и у нас самый дальний получается 2,54 на 6. Расстояние между ними, да, значит, нам нужно 3 по 2,54. Давайте откроем калькулятор. Калькулятор 2,54 умножить на 3. Получается 7,62. 7,62 это 100 миллигерц. Здесь 6,35, нам нужно 7,62. Окей, вот видите, она переместилась. И выход. Они все сместились, и теперь их чуть-чуть не хватает, да? То есть нужно еще одну пару добавить. Заходим в линейный массив. Можно это не в эскизе. Заходим в линейный массив. И здесь ставим диапазон, через который они будут повторяться, да, интервал это 2,54, и здесь добавляем 1. Вот все, добавилось еще 1. У нас стало столько, сколько нужно. Окей. По такому же методу нам нужно добавить один из индикаторов, то есть пятый это разряд. Вот, находим его, то, что он сделан вырезом, заходим в эскиз, редактировать, и здесь ищем, во-первых, размер, да. Сейчас мы выставим 11,25 на расстоянии 11,25 от центра. Заходим в наш файлик с картинкой и смотрим то, что крайний разряд на расстоянии 14 мм, 7 плюс 7 от центра. И, соответственно, автоматическое нанесение размеров 14. Вот так вот это все просто делается. Есть такой еще момент, то есть линейный массив. Опять же, заходим сюда. Если мы добавим сюда пятый символ, можете обратить внимание, что он чуть-чуть не влазит. То есть в 4-разрядном семисегментнике там расстояние было сделано 7,5 между ними. Да, интервал, через который они повторяются. А здесь должен быть 7 миллиметров. Соответственно, мы выставляем здесь 7 миллиметров.
И у нас все стало помещаться. Нажмем ОК. И вот у нас получился пятиразрядный семисегментный индикатор 3D модели. Сохранить. Так, ну вот здесь еще, наверное, название надо тоже поменять. Вот это. У нас, насколько я помню, разделяющая линия. Так. Разделяющая линия, эскиз. Вот у нас текст. И ставим пятерку. И так, пятерка появилась, но она почему-то стала прозрачной. Что мы можем с этим сделать? Давайте с вами скопируем внешний вид соседнего элемента и ставим внешний вид да. Так, звук, вид, линия. Это опять. Ставить. Вот образом все получилось. Так, ну теперь нам остается всего лишь хранить. Хранить как? Можно сразу, можно сохранить как Metal SolidWorks, можно сохранить как так, именно его мы будем вставлять в Altium Designer. Сохранить. Ну, собственно, все, он сохранился. Давайте проверим, что у нас получилось. Для этого перейдем сюда. 3D тело удалим. И добавим его файлы, которые мы только что сохранили. У нас сохраненный. Вот этот файл, вот он сохраненный. Так как мы центровали сюда, соответственно, здесь можно к центру легко привязать его. Окей, вставили. Посмотрим 3D вид. У нас пятиразрядный семисегментный. На самом деле на сегодня это все. Такое короткое видео, да. Если есть вопросы какие-то, то спрашивайте, обращайтесь, ставьте лайки, дизлайки, если не понравилось. На самом деле запись этого видео еще переложу на английском языке, потому что большая часть аудитории она все-таки англоязычная, и не все понимают мои тут рассказы, да, что как делается. Ну, собственно, на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.